Сложно поверить, что еще недавно каждый человек обязательно носил с собой целую кипу бумажных документов. Паспорт, водительские права, визы, подтверждение регистрации. Все меняется с цифровыми удостоверениями на базе блокчейна. Вместо толстого кошелька с бумагами нужен всего один смартфон. Уже сейчас в Эстонии с помощью цифрового удостоверения личности, которое хранится на блокчейне, можно путешествовать по всей Европе, пользоваться государственными услугами и даже голосовать онлайн. Никаких очередей в паспортных столах, никаких долгих проверок подлинности. Каждый документ подписан уникальным криптографическим ключом, который невозможно подделать. Если вдруг кто-то потеряет телефон, восстанавливать документы не придется. Данные остаются защищенными в сети, а получить к ним доступ можно только с помощью специальной идентификации. В Дубае экспериментируют с цифровыми паспортами для туристов. Прилетая в аэропорт, достаточно предъявить QR-код на экране смартфона, чтобы пройти паспортный контроль за считанные секунды. У офицеров на границе нет необходимости делать копии документов или звонить в посольство. Все данные моментально подтверждаются через блокчейн. Ни одна информация не теряется и не передается третьим лицам. Даже при аренде автомобиля или заселении в отель больше не требуется заполнять бесконечные бумажные анкеты. Вся информация, включая фото, биометрические данные и визовую историю, доступна арендодателю или отелю одним нажатием верификации. В Канаде уже тестируют блокчейн-платформу для хранения водительских прав. Инспектору ДПС не нужно звонить в центральную базу, чтобы проверить статус прав. Достаточно отсканировать QR-код, который подтверждает всю историю владения и отсутствие нарушений. Попытки подделать права оказываются бессмысленными. Цифровой след каждой выдачи или изменения документов фиксируется навсегда. А вот как эта же технология переворачивает наш взгляд на привычные вещи в доме? Ведь блокчейн проникает даже в самые неожиданные уголки повседневности. Когда ваш холодильник знает больше, чем вы, погружаясь в атмосферу будущего, где бумажные документы канули в лету, становится понятно, настоящий технологический прорыв происходит за закрытыми дверями наших домов. Представьте себе привычный холодильник на кухне. Теперь он не просто хранит еду, а общается с другими устройствами через блокчейн-сеть, защищенную от взлома. Такой холодильник сам определяет, когда заканчивается молоко, и заказывает новую партию с ближайшего фермерского рынка, пользуясь смарт-контрактами, которые автоматически оплачивают заказ и предупреждают о доставке через приложение. В Лондоне уже реализовали проект, где умные дома объединяются через блокчейн в единую экосистему. Свет, отопление и даже стиральная машина работают согласованно и оптимально, снижая расходы и предотвращая аварии. Дом запоминает ежедневные привычки и сам регулирует температуру или уровень освещения, чтобы минимизировать счета за электричество. Неожиданный скачок потребления. Вся история изменений хранится в блокчейне, каждый шаг прозрачен для жильца. Неожиданный скачок потребления. Вся история изменений хранится в блокчейне, каждый шаг прозрачен для жильца, а любые подозрительные действия сразу выявляются системой физического ключа или даже голоса. Гостевые права можно временно передать няне или другу одним касанием в приложении. И доступ будет аннулирован ровно тогда, когда это необходимо. Ни одна несанкционированная попытка проникновения не останется без внимания. Уведомление моментально отправляется владельцу и полиции, а данные блокируются от внешнего вмешательства. Ремонтники или сервисные службы теперь не нуждаются в бумажных договорах. Все работы фиксируются в блокчейне, плата поступает автоматически только при полном завершении заказа. Даже аварийные вызовы, например, из-за протечки, могут быть обработаны моментально без долгой бюрократии. Ведь вся информация об обслуживании и страховке хранится в защищенной цепочке блокчейна. Интеграция бытовой техники, работы систем отопления и даже закупка продуктов становится полностью автономной и прозрачной. Остается только гадать, какие еще сферы повседневной жизни в ближайшее время изменятся навсегда. Ведь следующее технологическое открытие уже поджидает нас за углом. В мире, где привычные финансы и банковские карты стремительно теряют свою актуальность. И вот наступает эра, когда привычная банковская карта становится музейным экспонатом. Оплата в кафе, аренда электросамоката на улице или перевод денег за работу – все происходит напрямую между людьми через децентрализованные блокчейн-сети, минуя банки и посредников. Вместо ожидания в очереди у банкомата или звонка в службу поддержки достаточно открыть приложение на телефоне. Деньги отправляются мгновенно, даже если получатель находится на другом конце света. Каждый перевод фиксируется в цепочке блокчейна, которую невозможно подделать или стереть. Все транзакции честны и прозрачны для обеих сторон. В Мексике уже запускаются муниципальные рынки на базе блокчейна, где мелкие фермеры продают урожай напрямую покупателям, получая оплату за несколько секунд без комиссий и скрытых сборов. В Сан-Франциско зарплаты IT-специалистов поступают через смарт-контракты. Компания загружает платеж в систему, и как только сотрудник завершает задачу, деньги автоматически приходят на его цифровой кошелек.
Ошибки перевода, задержки и банковские выходные остаются в прошлом. Владелец кофейни в Сиднее создает собственный лояльный токен. Теперь постоянные посетители получают бонусные баллы, которые можно потратить на кофе или обменять на услуги партнеров, не обращаясь ни в одну финансовую организацию. Торговцы на блошиных рынках используют мобильные кошельки на блокчейне. Покупатель сканирует личный QR-код продавца, оплачивает покупку, и все фиксируется в защищенной сети. В Индии рыбаки, работающие далеко от берега, получают оплату за улов сразу же после отправки фото улова. Специальная блокчейн-платформа мгновенно пересчитывает баллы, конвертирует их в токены и зачисляет деньги на кошелек рыбака. В Греции при покупке дома через децентрализованный сервис деньги из сделки автоматически блокируются до завершения всех этапов купли-продажи, а как только квартира переходит новому владельцу, средства переводятся продавцу без единого банка-посредника. Не остаются в стороне и филантропические проекты. Волонтеры в Африке получают микроплатежи за выполненные задания сразу же по факту, минуя бюрократию и потери на комиссиях. Каждая транзакция однозначно идентифицируется, что исключает мошенничество и мошеннические отчеты о потраченных средствах. Все больше людей по всему миру создают собственные кошельки, не открывая счетов ни в одном банке. Финансовая независимость становится такой же естественной, как свободный доступ в интернет. Но за этим взрывом децентрализованных платежей скрывается еще более поразительная трансформация. Технологии блокчейна проникают даже в сферу здравоохранения, где выбор между жизнью и смертью теперь решается не врачебными бюрократами, а буквально мгновенно. Когда речь заходит о спасении жизни, важна каждая секунда. В реанимации Нью-Йорка врач больше не тратит время на поиски бумажной карты пациента или согласование с регистратурой. Медицинская история мгновенно появляется на планшете после сканирования защищенного идентификатора. Вся информация о лекарствах, аллергиях и операциях, сделанных хоть 15 лет назад, сохраняется в децентрализованной блокчейн-сети и обновляется после каждого визита. Почти 20 крупных госпиталей в Германии уже отказались от бумажных архивов и пересылают анализы между отделениями за пару секунд. Никаких утерянных снимков или забытых диагнозов. В экстренных случаях, например, когда человек теряет сознание на улице Лос-Анджелеса, парамедик сканирует QR-код на браслете или телефоне и моментально получает полный профиль состояния пациента, включая контактные данные ближайших родственников. Если у человека аллергия на пенициллин или диабет, эта информация тут же всплывает на экране, спасая от фатальных ошибок. В больницах Токио хирургические операции фиксируются в блокчейне. Детали операции, примененные препараты и даже видеоотчеты записываются так, чтобы ни одна деталь не была случайно утеряна или подделана. Контроль качества медицинских услуг становится реальным. Страховые компании моментально проверяют, действительно ли процедура была проведена, и принимают решение о выплате за считанные минуты. В Лондоне врачи подключены к единой сети, где каждый новый диагноз или рецепт сохраняется и доступен всем специалистам, которым это разрешено пациентам. Теперь не нужно заново сдавать анализы при каждом переезде или визите к другому врачу, все результаты сохранены и передаются с максимальной скоростью и точностью. В сельских клиниках Южной Африки внедрили мобильные блокчейн-платформы. Жители удаленных деревень теперь получают помощь наравне с городскими пациентами, ведь их истории и данные доступны любому врачу, подключенному к глобальной сети. Никакой зависимости от устаревших бумажных карточек или сбоев локальных компьютеров, данные защищены и доступны только по криптографическому ключу. Даже в фармацевтике работает блокчейн. Отслеживание происхождения каждой партии препаратов позволяет за считанные секунды выяснить, не подделан ли медикамент, кем и где он был произведен и как доставлен в аптеку. Случаи применения некачественных лекарств теперь минимальны. Каждый этап доставки лекарства прозрачен и доступен для проверки. Технологии блокчейна в медицине разрушают барьеры, ускоряя диагностику и делая медицинскую помощь по-настоящему быстрой и прозрачной. Но еще удивительнее то, как эти же принципы изменяют работу больших рынков. Ведь сделки, которые раньше занимали недели и месяцы, с блокчейн становятся мгновенными. Обычная продажа дома часто превращалась в нервный марафон, ворох документов, посредники, длинные цепочки проверок и недели, потерянные между нотариусами, банками и агентствами. С блокчейном все меняется кардинально. В Техасе уже проводят сделки, где дом можно продать или купить буквально за несколько секунд. Владельцы загружают подтверждение права собственности на защищенную блокчейн-платформу. Покупатель переводит средства через смарт-контракт, который сам контролирует каждый этап, от актуальности документов до передачи ключей. Как только все условия сделки соблюдены, право собственности автоматически переходит к новому владельцу, а деньги моментально поступают продавцу. Ни одного банка-посредника, ни одной недели ожидания, ни одного поддельного документа.
В Амстердаме децентрализованный сервис недвижимости позволяет оформить аренду квартиры или офиса в мобильном приложении за время одной чашки кофе. Договор появляется в блокчейне, а оплата проходит через токены, курс которых мгновенно вычисляется системой. Если обе стороны согласны, контракт подписывается электронно, и арендатор уже может получить цифровой доступ к помещению. Физический ключ не требуется. Уникальный код доступа привязан к смарт-контракту и автоматически теряет силу, когда аренда заканчивается. В Лондоне провели эксперимент по продаже земли между двумя частными лицами. Проверка истории участка, ипотечных обременений и всех правовых нюансов заняла меньше минуты. Вся цепочка сделок и юридических соглашений доступна в блокчейне, никаких скрытых долгов или неприятных сюрпризов. Когда старый владелец нажал кнопку «Продать», данные о переходе участка тут же появились на платформе, а покупатель получил новые права моментально, без нотариусов и очередей. В Сингапуре даже крупные коммерческие объекты сейчас продаются через одно нажатие. Большие бизнес-центры переходят от одного владельца к другому за считанные минуты, а все налоги и сборы моментально удерживаются системой без необходимости личного присутствия в государственных офисах. Этот же принцип работает для продажи автомобилей, яхт и даже коллекционных предметов искусства. Например, в Калифорнии коллекционер за несколько секунд продал уникальную статуэтку, а вся информация о ее происхождении и подлинности была навсегда зафиксирована в блокчейне. Теперь покупателю не нужно бояться подделок или утерянных сертификатов. Появляются новые профессии, специалисты по управлению смарт-контрактами помогают людям быстро и безопасно совершать сделки с недвижимостью, автомобилями и бизнесом. Каждый шаг прозрачен, а вся история доступна для проверки в любой момент. Когда сделки совершаются за время одной чашки кофе, а миллионы людей получают возможность торговать напрямую друг с другом, мир становится действительно гибким и быстрым. Но на горизонте уже виднеется следующий рубеж для блокчейна. Система, которая уничтожит рынок фальшивых дипломов и поддельных сертификатов, открывая дверь к честному образованию без границ. В университетах Австралии студенты получают дипломы не на бумаге, а в виде уникального цифрового сертификата, записанного в блокчейн. Теперь любой работодатель может проверить подлинность образования кандидата буквально за несколько секунд. Нужно лишь отсканировать QR-код или ввести специальный идентификатор. Ни одна строка в таком дипломе не может быть изменена задним числом, а любое изменение, например, получение дополнительной квалификации, автоматически отражается в цифровой истории выпускника. В Гарварде и Оксфорде уже начинают выпускать электронные сертификаты. Выпускник получает уведомление на телефон о том, что его диплом размещен в защищенной цепочке блокчейна, где остается навсегда. В Индии тестируют платформу, на которой школьные аттестаты и сертификаты о прохождении курсов также фиксируются в децентрализованной сети. Абитуриенту не нужно собирать кипу справок для поступления в университет, администрация просто проверяет блокчейн, подтверждая каждый этап образования за считанные секунды. В Калифорнии стартапы внедряют блокчейн для онлайн-курсов. Студентам больше не выдают бумажных сертификатов, зато любой заказчик или партнер может убедиться, что человек действительно прошел обучение и получил нужные навыки. В Европе рекрутинговые агентства используют эти технологии для мгновенной верификации профессиональных дипломов со всего мира. Уже не требуется делать ксерокопии или ждать писем от учебных заведений, ведь система моментально подтверждает любой документ. В Африке, где раньше было сложно подтвердить квалификацию из-за потерь бумажных архивов, теперь учителя, врачи и инженеры могут предъявить свой диплом прямо со смартфона, даже не имея доступа к интернету. Информация подгружается при первом же подключении и всегда остается актуальной. Даже прохождение тестов по языкам или техническим специальностям теперь фиксируется в блокчейне. Любое достижение или сертификат становится частью единого цифрового резюме, и по нему можно отследить весь путь человека в образовании. В университетах Южной Кореи блокчейн используется для защиты авторских прав на студенческие работы и дипломные проекты. Каждый документ таймстемпится в сети, что делает невозможным плагиат или кражу идеи. Технологии блокчейна в образовании не только ликвидируют рынок поддельных дипломов, но и позволяют студентам, преподавателям и работодателям работать напрямую, исключая посредников. Теперь любой карьерный старт начинается с настоящего доверия, а каждый навык, сертификат и заслуга не потеряются и не будут украдены со временем. На очереди еще более смелые решения, ведь уже сегодня путешествия и организация поездок меняются благодаря блокчейну настолько, что багаж сам бронирует вам номер в отеле. Путешествия становятся совсем другими, когда багаж начинает работать на вас. Уже сейчас в Токио экспериментируют с умными чемоданами, которые интегрированы с блокчейн-сетью. Такой чемодан оснащен GPS-модулем и уникальным идентификатором, который невозможно подделать. Когда пассажир выходит из аэропорта, его багаж сам подтверждает свое местоположение через блокчейн. Никакие мошенники не смогут украсть или перепутать вещи, ведь каждый чемодан связан с конкретным владельцем. Если багаж потерялся, поиск занимает всего несколько минут. Система моментально сообщает, где он находится и кто последний открывал отсек.
Но еще удивительнее становится сам процесс заселения в отель. В Сингапуре внедрили пилотную систему, где багаж автоматически сканирует расписание рейса, определяет время прибытия и бронирует номер через смарт-контракт. Хозяин чемодана даже не замечает этого. Все происходит в фоновом режиме, а по прибытии в город у путешественника на телефоне уже есть электронный ключ от номера и маршрут до отеля. Оплата за комнату списывается с кошелька в блокчейне только после подтверждения заселения, а данные о бронировании навсегда фиксируются в защищенной сети. В Лондоне сеть отелей использует смарт-контракты для автоматического бронирования и проверки личности. Чемодан на подходе к стойке сканируется терминалом, идентификация гостя проходит за секунду и двери номера открываются без карточек и рецепции. Если по пути в город турист задерживается, багаж автоматически уведомляет отель. Бронь сохраняется, а услуги, такие как уборка или доставка еды, заранее оптимизируются под расписание гостя. В Нью-Йорке аэропорты внедряют платформы, где багаж может сам заказывать такси или трансфер, используя децентрализованный кошелек. Система объединяет предпочтения владельца, привычные маршруты, любимые отели, уровень сервиса и сама подбирает оптимальные предложения. Если что-то меняется, например, задерживается рейс или меняется точка назначения, чемодан мгновенно корректирует бронирование вместо владельца. В Амстердаме появились небольшие стартапы, которые предлагают путешественникам хранить все маршруты, бронирование, страховки и даже список рекомендованных ресторанов в одном цифровом кошельке, защищенном блокчейном. Достаточно предъявить смартфон или просто поднести багаж с встроенным чипом к терминалу, чтобы подтвердить все детали поездки и получить доступ к дополнительным услугам. Эти технологии уже сокращают очереди в аэропортах. Теперь вместо проверки паспортов и распечаток бронирований все подтверждается автоматически, а процесс посадки и контроля багажа занимает считанные минуты. Даже возврат забытых вещей теперь происходит быстрее. Владелец получает уведомление, если кто-то пытается открыть багаж или внести изменения в маршрут. Кажется фантастикой, но уже десятки компаний по всему миру инвестируют в развитие умных чемоданов и полностью автономных туристических сервисов. С блокчейн-сетями вам не нужно беспокоиться о потерянных бумагах, очередях на ресепшн и риске попасть в незнакомую страну без жилья. Все, что нужно для путешествия будущего, всегда при вас. И даже ваш багаж уже знает, как сделать поездку максимально комфортной. Так, технологии, которые вчера казались из области фантастики, сегодня делают жизнь проще, безопаснее и насыщеннее, открывая новые горизонты для каждого из нас.